Счастливая семейная пара, недавно купившая новый дом, вскоре обнаруживает, что происходит что-то странное благодаря необычному поведению их собаки. По мере того, как собака становится все более агрессивной, женщина начинает чувствовать, что кроме них в доме еще кто-то есть. Вскоре они понимают, что здесь замешано что-то гораздо более зловещее, и когда муж звонит в полицию, он узнает ужасающую правду. Эта история произошла в США. Счастливая семейная пара купила себе отдельный дом. Полноправным членом этой молодой семьи была прекрасная собака по кличке Дейзи. Каждый день супруги по очереди выгуливали собаку и дарили ей немного ласки, которую она заслуживала. Все шло просто замечательно, однако в апреле прошлого года они начали замечать, что собака начинает вести себя странно. У нее пропал аппетит, и она казалась более беспокойной, чем обычно. Решив, что это может быть болезнь, они отвели любимую Дейзи к ветеринару, чтобы тот ее осмотрел. Но после обследования ветеринар не нашел ничего плохого и вернул собаку домой. Пара была в замешательстве, не понимая, что происходит с их питомцем. Раз ответа у ветеринара они не получили, то решили, что, возможно, переезд в новый дом вызвал стресс, и это были проблемы с адаптацией. Кроме того, они заметили, что собака больше не хочет гулять и играть с ними, как раньше. Со временем все стало только хуже. Собака как будто не хотела уходить из дома и была нервной. Помимо отказа от прогулок, Дейзи не спала ночью, а стояла у кровати хозяев, наблюдая за ними. Особенно за женщиной. Оскар сначала не обратил на это внимания, но когда бы он ни проснулся, собака непременно стояла и смотрела на них. Жена заметила то же самое. Причем питомец не вскакивал, не просыпался от действий хозяев, а именно стоял и внимательно смотрел на Шерри, хозяйку этого дома. Через пару ночей владельцы собаки поняли, что питомец совсем не спал. С Дейзи происходило что-то очень странное. Она явно была сильно встревожена. И дело было не только в отказе от еды и сна. Собака стала одержима защитой Шерри. Молодожены пытались найти логичное объяснение поведению питомца, но натыкались на еще больше вопросов без ответов. Почему питомец был настолько озабочен Шерри? Было ли в доме что-то, что ее беспокоило? Возможно, какой-то злоумышленник шатался по округе. А может, это редкая болезнь. Со временем ситуация только ухудшалась. Дейзи отказывалась оставлять Шерри одну, и если той нужно было куда-то уйти, собака становилась крайне тревожной, отчаянно лая, будто говоря, что в ее отсутствии случится что-то плохое. Оскар и Шерри чувствовали себя все более некомфортно и напуганно из-за поведения собаки, но не знали, что происходит и как помочь питомцу. Недосыпание и стресс были заметны на их лицах, поскольку беспокойство ситуации также отражалось и на них. Они искали ответ в интернете, спрашивали соседей и друзей, но никто не мог объяснить, что творится с их любимой собакой. Но самое странное произошло через 2 недели после появления первых странных симптомов у Дейзи. Пара начала слышать странные звуки на 2-м этаже дома прямо над их спальней, будто что-то периодически скреблось по стенам. Но это было не все. Хозяева стали также слышать шаги наверху. Ситуация стала озадачивающей, поскольку 2-й этаж был нежилым помещением, куда они еще не поднимались с момента заселения. Прежний хозяин, который продал им дом, сказал, что на 2-м этаже только старая мебель и старые вещи предыдущих хозяев. Поэтому новые владельцы до сих пор не проявляли ко 2-му этажу интереса. В этот же вечер поведение собаки стало еще более резким. Дейзи одновременно лаяла и скулила, чем предупредила Оскара и Шерри об опасности. Вероятность того, что наверху находилось животное, отпала, когда шаги наверху становились все громче и настойчивее. Видимо, то, что было наверху, услышала лай собаки. Находясь поздним вечером в загородном доме без кого-либо поблизости,
к кому можно было бы обратиться за помощью, молодожены сделали единственное, что могли – позвонили в полицию. Полицейские приехали через 25 минут и задали Шерри и Оскару множество вопросов, на которые те быстро ответили, рассказав о поведении собаки и о том, что слышали наверху. Полиция сразу направилась на второй этаж и выбила дверь. Обнаруженное сильно удивило опытных правоохранителей. Полицейские сразу нашли признаки того, что кто-то долгое время там обитал. Однако самих нарушителей спокойствия в тот момент не было. Возможно, шум и полиция спугнули их, и они сбежали до того, как их обнаружили. Ситуация была тревожной, поскольку вскоре выяснилось, что речь шла о группе неизвестных людей, незаконно проживавших на втором этаже дома. Похоже, что эти люди выискивали заброшенные дома, чтобы незаконно заселяться туда и жить бесплатно, не платя аренды и налогов за коммунальные услуги. Но это была лишь верхушка айсберга. Полиция проследила их след и выяснила, что эти люди были частью опасной преступной группировки, которая заселялась в отдельно стоящие дома, до которых сложно быстро добраться полиции. После некоторого времени бандиты ночью спускались, связывали жильцов, а затем грабили их. Очень вероятно, что эти грабители, жившие в этом доме, ждали подходящего момента, чтобы сделать свой ход. Но, видимо, наличие собаки отложило нападение. Вполне возможно, что грабители были вооружены и планировали довести дело до конца, чего бы это ни стоило, иначе бы сразу покинули чужое жилище. Шерри была охвачена страхом и недоверием, услышав эти новости. Как они могли быть настолько наивными, чтобы не заметить, что в их доме несколько дней творилось что-то неладное? Их собака лаяла, пытаясь предупредить об опасности, но они проигнорировали это. После разговора с полицией было страшно возвращаться в дом и ночевать там. Еще на улице казалось, что за ними постоянно кто-то следит. Теперь семейная пара только могла надеяться, что полиции удастся поймать этих преступников, пока не стало слишком поздно. Поймать людей без места жительства не так уж просто, поэтому решили организовать для них ловушку. Дом решили использовать как приманку и разместить нескольких сотрудников в близлежащем лесу, чтобы те оставались незамеченными, но при этом в шаговой доступности могли наблюдать за перемещениями снаружи дома. Опытные офицеры знали, что если оставить дом без охраны, воры вскоре вернутся, посчитав, что хозяева уедут в другое место, и они успеют обчистить дом до приезда полиции. И в самом деле, через 2 дня банда вернулась. На этот раз более осторожно и замаскированно. Они обошли дом по периметру, убедились, что в доме никого нет, заглядывая в окна. Как только группа проникла в дом, то со всех сторон появились полицейские и штурмовая группа поддержки, готовая применить оружие. В результате операции были задержаны 6 преступников. Некоторые попытались сбежать, другие сразу сдались. Молодожены, которые все это время жили во временном жилье, наконец-то смогли с облегчением вздохнуть, увидев, что преступники за решеткой и больше не представляют угрозы. Помощь полиции была ключевой, чтобы эта пара смогла вернуть себе безопасность и спокойствие. Но, конечно, нельзя преуменьшать заслуги настоящего героя этой истории. Дейзи, которая благодаря своим собачьим инстинктам с самого начала поняла, что ее семье угрожает опасность, и пыталась защитить их всеми способами, привлекая внимание. Эта удивительная история – еще один яркий пример того, на что способна собака ради защиты своей семьи. Не стоит пренебрегать сменой поведением питомца. Собаки замечают гораздо больше опасности, чем человек. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.